Дорогие друзья, присоединяйтесь. Сегодня мы с вами познакомимся с достаточно распространенной обвязочкой. Один ряд, раппорт в ширину 3 петли, вяжется очень просто. Крючок у меня 1,4, пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок, 169 метров в 50 граммах. Начинаем выполнение нашей обвязки с основы, то есть я выполню ряд столбиков с накидом. Раппорт в ширину у нас 3 петли, мы выполняем 15 столбиков с накидом. 5 умножить на 3, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. То есть я выполняю 5 раппортов в ширину. 3 воздушные петли подъема, накид на крючок. Я ввожу крючок 1, 2, 3, 4 в пятую петлю от крючка. Провязываю столбик с накидом. И далее в каждую воздушную я провязываю по одному столбику с накидом. Повторюсь, я выполняю основу из столбиков с накидом. У вас сама основа может быть из столбиков без накида или любое другое полотно. Я выполнила ряд столбиков с накидом. Повторюсь, у вас может быть любое другое полотно. Учитываем только раппорт в ширину 3 петли. Воздушная. Работу разворачиваю. Вершинку первого столбика ввожу крючок, выполняю столбик без накида. Всего я выполняю 3 столбика без накида. Первый готов, далее второй и третий. Далее я выполняю арочку из 3. 1, 2, 3. Работу разворачиваю, ввожу крючок. Смотрите, первая вершинка, вторая, в третью вершинку ввожу крючок и выполняю соединительную. Далее воздушная, работу разворачиваю. И под нашу арочку буду провязывать 5 столбиков с накидом. Первый столбик, второй, третий, четвертый и пятый. Далее я ввожу крючок в следующую вершинку моего полотна. В данном случае это столбик с накидом. Выполняю столбик без накида. Первый, второй и третий. То есть выполняю 3 столбика без накида. Далее арочка из 3. 1, 2, 3. Работу разворачиваю. И теперь смотрите, я ввожу крючок и захватываю мою арочку, которую я выполняла ранее. И выполняю соединительную. Хорошо подтягиваю. Далее воздушная и работу разворачиваю. Накид. И теперь под мою арочку я выполняю 5 столбиков с одним накидом. Пока мы не трогаем наш первый сегментик, я затем все поправлю. 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь мы поправляем. И вот видите, такой у нас уже с вами 3D формат получается нашей обвязочки. Все очень просто. Далее мы с вами просто повторяем. Вводим крючок в вершинку. Первый столбик без накида, второй, третий. 1, 2, 3 воздушные. Разворачиваем работу. Под арочку заводим крючок вот таким образом. Выполняем соединительную. Хорошо подтягиваем. Воздушная. И разворачиваем работу. Накид. И провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2,
3, 4, 5. Далее опять у нас с вами 3 столбика без накида и так далее. Арочка из 3 и так далее. Так вы вяжете до конца ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Завершаем выполнение нашего ряда. Я выполняю 3 столбика без накида. 1, 2. И очень внимательно третий столбик я выполняю воздушную петелечку подъема. Далее арочка из 3. Работу разворачиваем. Под арку ввожу крючок. Выполняю соединительную. Подтягиваю. Воздушная. Работу разворачиваю. Выполняю 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь очень внимательно смотрите, ввожу крючок в вершинку столбика без накида, захватываю 2 нити, выполняю соединительную. Ниточку можно обрезать и смотрим, что у нас получилось. Сегодня мы с вами научились вязать достаточно распространенную, в то же время очень простую, интересную обвязочку. 3D формат, всего лишь один ряд. Повторюсь, полотно у вас может быть абсолютно любое, начиная от столбиков с накидом, как у меня, так и ажурное какое-то полотно или столбики без накида и так далее. Просто нужно учитывать, что раппорт в ширину у нас с вами 3 петли. Давайте посмотрим вот с изнаночной стороны, тоже красиво, аккуратненько смотрится. Интересно. И так смотрится лицевая сторона. Очень просто вяжется и в то же время необычно. Обязательно пишите в комментариях, где вы планируете использовать такую обвязочку. До новых встреч, творческих вам успехов и, конечно же, отдельное спасибо за то, что вяжете вместе со мной.